Всем привет! Это обзор новых длинных шипов Vector Pro от старой немецкой фирмы Imperial. Это один из самых долго существующих производителей инвентаря для настольного тенниса. Просто эта фирма не спонсирует топ-игроков и поэтому не очень широко известна. Накладка Vector Pro тестировалась в версии OX, то есть без губки, на основании Inhe 970XXA. Это Arelat карбон со скоростью OFF. Отличное основание и для гладких накладок, и для длинных шипов. Обзор на него есть на канале. Когда я открыл конверт и вынул из него накладку и посмотрел на топшит, мне пришла в голову мысль, что шипы выглядят не так, как я привык. То ли шипы сами по себе тоньше обычного, то ли они расположены дальше друг от друга. Когда я провел по ним пальцем, то подумал, елки-палки, да ведь это сильно зацепистые шипы. На ощупь, и если поводить по шипам мячом, сцепление у шипов большое, как для длинных шипов. А я не люблю играть с сильно зацепистыми шипами. Не по вкусу мне такое. Дальнейшее тестирование показало, что в игре почему-то сцепление у шипов меньше, чем на ощупь. Это странно. Аналогично было, когда я на ощупь пробовал сцепление у длинных шипов Dr. Neubauer Punch. По ним палец и мяч в прямом смысле скользят. Они скользкие. И я подумал, ух ты, это же стеклошипы. А в итоге оказалось, что у них есть сцепление, и что можно делать даже топспины. А когда пробовал длинные шипы Dr. Neubauer Desperado, то на ощупь у них сцепление заметно сильнее, чем у панча. А в игре оказалось, что сцепление у них наоборот слабее. Вот как такое может быть? Если вы знаете, как это объяснить, напишите в комментариях под видео. А я хочу сказать лишь то, что не надо судить о том, как накладка будет цеплять мяч в игре на основании ее ощупывания. Скорость у Vector Pro средняя. Жесткость я бы оценил выше средней. На ощупь они ощущаются жестковатыми. В игре тоже ощущаются скорее с уклоном в сторону жесткости. Но порой присутствует некоторое смягчение. В общем, в полной мере жесткими их назвать нельзя. По скорости и жесткости я бы сказал, что будет более-менее комфортно играть для игрока массового любительского уровня. Управляемость у шипов отличная. Сразу начал хорошо попадать. Мне очень понравилось. Конечно, это потому, что по воле случая моя техника максимально подошла к этим шипам. Но все-таки, если объективно посмотреть, я бы назвал эти шипы все в стол. Кстати, купить эти шипы и основания из этого обзора вы можете по ссылкам под этим видео. Про блок можно сказать, что он хороший. Нет, он отличный. Мячи будто примагничиваются к столу. На видео я специально попросил напарника, чтобы он делал свои любимые топспины и не сдерживал себя. А я стоял и пробовал подставлять. И я вам скажу, это был кайф. С таким блоком у стола у этих длинных шипов гладкая накладка не нужна. Попадаемость в стол на высоком уровне. Управлять несложно. Чувствуешь себя уверенно. Из того, что я успел придумать и попробовать, это простая подставка под мяч, подставка с давлением вперед и блок с оттяжкой, чтобы ослабить отскок мяча. И невольно получилось попробовать чоп-блок. Правда, не с движением сверху вниз, а с движением в бок. Невольно это потому, что я чоп-блоки делать не люблю и не особо умею. Но мне приходилось двигать рукой в бок. И в некоторых ситуациях получалось, что в момент блокирования ракетка была в движении. Так что фактически получался чоп-блок. И все эти разные блоки работают уверенно. Обратная сторона такой хорошей управляемости на блоке – это слабый реверс. Мяч от подставки возвращается либо со слабым реверсом, либо вообще без вращения. То есть, с одной стороны можно много попадать в стол, с другой стороны сопернику легче делать повторный топспин, что он и делал часто за кадром. Но все-таки я хочу вас успокоить. Речь о ситуации, когда мы делали упражнение топспин блок. Соперник был расслаблен, знал, куда что прилетит и так далее. В дальнейшем, когда мы играли по всему столу, он уже не чувствовал себя так уверенно против блока. Картина была другая. К тому же, блок можно варьировать по направлению и по длине. У блока сложность для соперника создает не только вращение или его отсутствие, а и траектория отскока мяча. Как я говорил ранее, можно делать разные типы блоков. При этом траектория отскока будет различаться довольно сильно. И это вызывает существенные затруднения у соперника, когда он хочет продолжить атаку.
Также я заметил, что в тех случаях, когда я делал чоп-блок с боковым движением, реверс был больше. Соперник этого не учитывал и совершал ошибку. Так что блок нельзя назвать простым для соперника. В общем, за блок этим шипам я ставлю 10 из 10. При этом хочу отметить, что я бы, например, назвал отличным блок и у длинных шипов Dr. Neubauer Punch. При этом реверс у них посильнее, и потому для соперника сложность блока побольше. Но попадать в стол блоком немного сложнее, так что объективно и там блоки отличные, а субъективно кому что больше нравится. Теперь об атаке. Эти шипы можно использовать для атаки в привычном понимании слова атака. Можно делать накат, можно делать плоский удар и можно делать топспин. Я имею в виду не только во время игры ради удовольствия, а и во время игры на счет. Если вы удивлены словом топспин, то я подтверждаю, что сказал именно это слово. Да, некоторыми длинными шипами даже без губки можно делать топспины. И этими шипами их можно делать периодически, по удобным мячам. То есть по тем, которые летят не быстро, и у вас есть время разогнать ракетку и точно обработать мяч. При выполнении топспина вращение мяча мало значит. Шипы как будто проскальзывают по вращению и немножко его меняют. В данном случае больше значения имеет траектория подлета мяча и его энергия. Можно сделать топспин даже по нижнему вращению, если отработать по мячу, когда он поднимается. Плоский тычок тоже хорошо работает. Также можно контратаковать накатом по небыстрой атаке. Управляемость во всех видах атаки хорошая. Каких-либо изъянов я не заметил. Попадать в стол легче, чем ранее упомянутыми шипами Dr. Neubauer Punch. Но у панча скорость побольше и возврат немножко попротивнее. Теперь про кач на столе. Это сильная сторона этих шипов. Кач у них довольно злобный, но не самый злобный, как, например, у Деспирадо. Можно пихать, подставлять, укорачивать, остро нападать по нижнему вращению, то есть делать все то, что очень любят гладкоствольные игроки. Все это делается довольно уверенно и с хорошим контролем. Кстати, мне показалось, что реверс вращения при каче побольше, чем при блоке. Я имею в виду, что реверсируется больший процент приходящего вращения, чем при топспине. Возможно, поэтому атака по нижнему вращению довольно контрольная и злобная для соперника. А на приеме подач дополнительно можно делать топспин, накат или плоский тычок. То есть весь арсенал приемов у этих шипов доступен. В защите шипы играют довольно приятно. Все работает хорошо. И подрезки по топспинам, и подрезки по накатам, и плоским мячам. Возвраты всяких очень низких мячей ниже уровня стола контрольные. Дальний блок по атаке разными мячами работает тоже хорошо. Придраться не к чему. Я не защитник и детально не могу оценить, что тут и насколько работает в защите. Но на основании имеющегося опыта могу предположить, что защитникам такие шипы могут понравиться. А теперь подведем итог. Можно сказать, что шипы получились довольно симпатичными во всех аспектах. То есть они универсальные. Можно применять для защиты, можно применять для атаки, можно применять для комбинированного стиля. Я сейчас говорю про шипы без губки, поскольку любые длинные шипы на губке значительно меняют свои свойства по сравнению с такими же шипами без губки. Степень противности этих шипов я бы оценил, наверное, чуть ниже среднего, как для длинных шипов. Мне было интересно тестировать Vector Pro, особенно потому, что ими легко попадать в стол. Шипы все в стол, так бы я их назвал. Суть этих шипов – это максимум доступных элементов и частое попадание в стол. Так что для тех игроков, которые любят и умеют готовить шипы, рекомендую их к употреблению. Для новичков, наверное, тоже можно, если на мягком дереве. Если основание жестковато, то в идеале для новичка лучше что-то помягче, чтобы было и максимально легко попадать в стол, и максимально комфортно по ощущениям, насколько это возможно с длинными шипами без губки. Например, можно порекомендовать шипы Inchi 955. И я напоминаю вам, что мы делаем обзоры, чтобы вы могли узнать свойства интересующих вас накладок и оснований.
и заранее составить представление, что может вам лучше подойти, или наоборот, уберечь вас от покупки неподходящего. С этой же целью на сайте магазина TT Maximum построена подробная система фильтров и характеристик, помогающих разобраться в том, на какую тему та или иная накладка или основание, и какими свойствами они обладают. Так что заходите к нам на сайт, а если нужна помощь и консультация по выбору, пишите на указанные на сайте контакты, и мы поможем.